Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я говорю не как врач и не как блогер, а как женщина, которая много лет наблюдает, как именно нужно сочетать продукты, чтобы тело перестало работать на износ. Это не история лечения, это инструкция, которую важно услышать до конца. В документальных исследованиях давно подтверждено, проблема не в самих продуктах, а в том, как мы их соединяем. Один и тот же завтрак может либо запускать восстановление, либо провоцировать воспаление. И сейчас я по шагам покажу, какие сочетания работают на вас, а не против вас. Первое правило, которое игнорирует почти все – совместимость белков и ферментов. Например, яйца и зелень. Когда белок яйца соединяется с живыми ферментами зелени, усвоение возрастает почти вдвое. Именно так нужно строить завтрак, а не запивать яйца кофе с молоком. В народной практике всегда знали, жиры должны быть мягкими. Оливковое масло и тушеные овощи – это не мода, а необходимость. Такое сочетание не нагружает печень, а помогает ей выводить лишнее. Добавьте сюда щепоть куркумы, и вы получите природный детокс. Кисломолочные продукты работают только с правильными партнерами. Кефир с семенами льна – классическое сочетание, которое очищает кишечник мягко, без спазмов. Именно так это делали в деревнях, вечером за 2 часа до сна, без сахара и фруктов. Фрукты – самый частый источник ошибок. Их нельзя есть после еды. Но если соединить яблоко с корицей и орехами, запускается стабилизация сахара в крови. Это не десерт, а функциональное питание, которое снижает тягу к сладкому уже через несколько дней. Крупы требуют тишины. Гречка с тушеными овощами и каплей льняного масла – это сочетание, при котором организм не тратит энергию на борьбу, а направляет ее на восстановление сосудов и нервной системы. Именно так нужно есть каши, а не с мясом. Один из самых сильных народных дуэтов – мед и теплая вода, но только утром и только натощак. Такое сочетание мягко запускает желчь, улучшает обмен и подготавливает желудок. Важно, никакого лимона, он разрушает эффект. Рыба требует простоты. Запеченная рыба и лимонная цедра, без сока. Так сохраняются омега-жиры и не окисляются белки. Это сочетание поддерживает сердце и гормональный баланс, особенно у женщин после 35 лет. И именно здесь большинство совершают главную ошибку, из-за которой полезная еда перестает работать. Дальше я расскажу оставшиеся сочетания, которые меняют состояние кожи, сна и энергии, и одно из них вы точно делаете неправильно каждый день. Бобовые часто называют тяжелыми, но это верно лишь наполовину. Если сочетать чечевицу с тмином и тушеной морковью, она перестает вызывать вздутие и начинает работать как источник стабильной энергии. Именно так ее нужно готовить – медленно, без спешки и без мяса. Орехи – продукт силы, но только в правильное время. Их нельзя есть с основной едой. Народный подход прост – орехи с медом между приемами пищи. Это сочетание поддерживает мозг и сосуды, не перегружая поджелудочную. Малое количество дает большой эффект. Овощные супы восстанавливают, если в них есть баланс. Лук, сельдерей и картофель вместе создают среду, в которой кишечник отдыхает, а не работает на износ. Именно поэтому такие супы всегда были основой питания в периоды восстановления после болезни. Чай не просто напиток. Зеленый чай с имбирем и без сахара усиливает кровообращение, но только если пить его не после еды, а через час. Так он не мешает усвоению и становится инструментом очищения, а не раздражителем желудка. Сухофрукты нельзя смешивать с хлебом, зато изюм с теплой водой – старый народный способ мягкого очищения сосудов. Такое сочетание поддерживает сердце, особенно если делать это курсами по 7 дней, а не постоянно. Мясо не враг, если знать правила.
Его нужно сочетать только с некрахмалистыми овощами. Капуста и индейка – пример того, как белок усваивается без гниения, а организм не тратит ресурсы на нейтрализацию последствий тяжелой еды. Ошибочно думать, что все полезное можно смешивать. Творог с зеленью – да, творог с фруктами – нет. В первом случае кальций усваивается, во втором – вызывает брожение. Эти нюансы и формируют разницу между здоровьем и постоянной усталостью. Народные рецепты всегда строились на наблюдении. В них нет лишнего. Простые сочетания работают потому, что организм их узнает. Чем сложнее тарелка, тем выше нагрузка. Это правило одинаково для всех возрастов. Когда продукты начинают работать вместе, меняется не только пищеварение. Улучшается сон, кожа становится чище, появляется энергия. И именно здесь человек понимает, дело было не в диетах, а в грамотных сочетаниях, которые мы часто недооцениваем. Благодарю вас за то, что досмотрели это видео до конца. Если эта информация оказалась полезной, поддержите канал лайком. Напишите в комментариях, какое сочетание удивило вас больше всего. И обязательно подпишитесь на канал «Правильное питание». Здесь мы говорим о питании, которое действительно работает.